Танки в столице, тяжелая техника идет к центру города. Что случилось? Драка в Белом доме. Илон Маск наносит удар по команде Трампа во всех смыслах сразу. Москва укрепляет аэродромы по всей стране. Где строят, чего они ждут и чего боятся. Откровение Бастрыкина. Громкое нытье из Кремля. Глава российского следкома называет виновных. Оккупанты приблизились к крупному украинскому городу. Выстоит ли оборона? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российская армия приближается к областному центру. Сумщина на грани. Враг рвется глубже, карта фронта меняется на глазах. Россия наступает и уже хвастается новыми захваченными селами. Село Локня оккупировано. Это не приграничная линия, это уже внутренняя часть области. Deep State фиксирует. Красная зона на карте растет как плесень. Почти 200 квадратных километров под угрозой. Это тревожный разворот на севере, где, казалось бы, фронт был относительно стабильным. Но теперь стабильность закончилась. Более 80 ударов за сутки. Сумщина и Шосткинский район под шквалом. Летят бомбы, ракеты, дроны. Разрывы звучат уже не на горизонте, а прямо рядом с домами. В Глухове и Николаевке разрушение и эвакуация. Люди бегут. Только за день вывезли 24 человека, и это только начало. Параллельно россияне пробуют давить на Харьков и Донбасс. Продвижение в Кондрашовке и Яблоновке. Украинский генштаб пока молчит, но карта аналитиков Deep State говорит сама за себя. Что дальше? Будет ли у украинской обороны ресурс остановить этот ползучий захват, или нас ждет новая фаза войны уже на другом направлении? С другой стороны, будут ли оккупанты действовать по тактике Бахмута, Авдеевки и других городов, то есть методично его разносить? Ответы на эти вопросы пишите в комментарии. Ваше мнение действительно важно. Москва в панике укрепляет свои аэродромы. Россия массово строит защитные укрытия для боевой авиации. И делает это не где-то в Сибири, а по всей территории России и в оккупированном Крыму. Сразу 14 военных баз стали строительными площадками под бронекапсулы для самолетов. На спутниковых снимках аналитики зафиксировали бурную активность на ключевых авиабазах. В Кировском, Севастополе, Гвардейском, Саках – это все оккупированный Крым в зоне досягаемости украинских дронов. В самой России – в Ейске, Крымске, Ахтубинске, Липецке, Курске, Приморско-Ахтарске и даже база стратегической авиации в Энгельсе, откуда взлетают ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, которые бомбят Украину. После потери трети всех носителей крылатых ракет, плюс уничтоженный Су-35 над Курской областью буквально накануне, видимо, россияне решили перестраховаться. С начала войны силы обороны Украины уже сбили 414 российских самолетов и 337 вертолетов. Такие цифры не скрывает даже Кремль, просто подает как временные сложности. Германия окапывается. Все более чем серьезно. По всей стране строятся бункеры и укрепления. Такого не было со времен Холодной войны. Берлин официально готовит страну к большой войне в Европе и конкретно к удару со стороны России в течение 4 лет. Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война – это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной агрессивной войны в Европе. Уже этим летом в Германии запускается программа по расширению сети бомбоубежищ. Власти проведут ревизию всего, что можно было превратить в укрытие: метро, туннели, подземные парковки, подвалы школ и больниц. Цель – создать защищенные места минимум для 1 миллиона человек. Танки в центре Вашингтона. В столицу США свозят десятки единиц тяжелой бронетехники. Танки «Абрамс», бронемашины «Брэдли» и «Страйкер», артиллерия «Паладин» и гаубицы М777 уже появились на железнодорожных платформах, а затем прямо в центре Вашингтона. Такого Америка не видела с 1991 года. Повод – это 250-летие армии США официально, но совпадение слишком громкое, чтобы не заметить. Парад пройдет в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполняется 79 лет. И это вызвало бурю эмоций.
Парад, который обойдется в $45 миллионов, уже вызывает споры. Противники Трампа обвиняют его в том, что он просто использует юбилей армии, чтобы наконец-то провести парад своей мечты, тот, что не дали устроить ему в первый срок, когда стоимость оценили в $90 миллионов. Зевс ударил по Останкино. В центр российской пропаганды попала молния. С украинской стороны потерь нет. Башня устояла, но это тревожный сигнал. Природа явно разозлилась. Город накрыла мощнейшая гроза, а впереди еще хуже. Синоптики предупреждают, это только начало. До конца дня ливни, град и ветер, который может срывать крыши. Глава российского следкома обижен. Он пожаловался на своего главного оппонента. Вот из-за кого не удается победить в войне, и вот из-за кого все неудачи России. Это все международная полиция. Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому мы розыск вести не будем. Но времена меняются, ситуация изменчива. В любом случае, они объявлены в розыск, и при задержании мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, как мы сейчас это делаем, либо международным трибуналом, который, наверное, все-таки будет создан. Но это еще не все. Командир российского гестапо пошел дальше и заявил, что подрыв железнодорожного моста в Брянской области, по которому ехали люди в сторону Москвы, это военное преступление, и тут же заговорил о международном трибунале над Киевом. Вот это уже не шоу, это реальность. Прямо в коридоре Белого дома, всего в нескольких шагах от овального кабинета, Илон Маск устроил потасовку с министром финансов команды Трампа. Охрана с трудом разняла миллиардера и чиновника. По данным The Washington Post, скандал вспыхнул в апреле. Маск и министр финансов Скотт Бессент пришли к Трампу, чтобы обсудить назначение нового главы налоговой службы. Президент выбрал сторону Бессента, и вот тут Маск явно сорвался. На выходе из кабинета завязалась ссора. По словам экс-советника Трампа Стива Беннона, Бессент обвинил Маска в том, что тот не выполнил свое обещание раскрыть $1 триллион государственных растрат. Скотт сказала: «Ты мошенник, ты настоящий мошенник». Президент Трамп услышал об этом и ответил: «Это уже слишком». Ответ Маска не слова, а толчок плечом в грудь, почти как на поле для регби. Бессент не остался в долгу, ударил в ответ. Началась свалка, разнимать пришлось сразу нескольким сотрудникам администрации. В итоге Маска выдворили из западного крыла. Политический кризис набирает обороты. Площадь Испании в центре Мадрида бурлила как вулкан. От 45 до 100 тысяч человек собрались на масштабный протест против правительства Педро Санчеса. Все прошло под кричащим лозунгом «Мафия или демократия». Организатор митинга, оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоа, он снова публично потребовал от премьера немедленных досрочных выборов и заявил, что либо Санчес уходит, либо демократия в опасности. Подчинись демократии, назначь выборы. Мы требуем их сейчас, потому что никто не голосовал за то, что ты творишь. Никто, даже твои. Сделай это, сделай. Если ты и вправду такой демократичный, как заявляешь, назначай всеобщие выборы. Протест вызван резонансной амнистией для каталонских сепаратистов, которую одобрил Санчес, чтобы удержаться у власти. Бельгийцы стали пить меньше пива, и это не шутка. За 2024 год потребление упало еще на 2%, а за десятилетие почти на 20%. Производители винят рост цен, инфляцию, компании за ЗОЖ и страх перед злыми учеными, которые пугают опасностью для здоровья. И я думаю, существует довольно много мер, которые побуждают людей пить все меньше и меньше алкоголя. В целом, особенно те, что связаны с безопасностью дорожного движения. Спрос в ЕС падает, Испания и Италия закупили на 15% меньше бельгийского пива. Единственный свет на дне бокала США. Там продажи выросли на 10%, но главное, в тренде теперь безалкогольное. В Бельгии уже 100 видов на 1600 сортов, и только они растут в продажах. Минск на грани абсурда. Лукашенко предлагает поставить в столице памятник, но пока не себе, а китайскому лидеру Си Цзиньпину. Не за глобальный мир или борьбу с голодом, а за стадион и бассейн. Как рассказывает сам Лукашенко, он однажды просто попросил у Си стадион. Очень трогательная и романтическая история.
12 или 13 раз бывая в Пекине, закончил переговоры, официальную часть, он меня берет за руку, говорит, давайте что-то покажу. Опять не по-китайски, думаю, ну что-то тут случится. Он меня подводит огромный стол, и что-то там под какой-то простыней покрывало. Снимает это покрывало и говорит, вот бассейн, о котором ты мечтал, и национальный стадион международного уровня. Мы это подарим белорусскому народу. И стадион, и бассейн за счет Китая, прямо как волшебник из Поднебесной. Что думаете? Не забудьте написать в комментариях свое мнение. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца. И спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Прекрасного вам дня и продуктивного тоже. На этом все. До новых встреч и хороших вам новостей.